Каймаклы человек спускается не в пещеру и не в случайную трещину. Он проходит по коридору, который сужается, поворачивает, ведет вниз и снова раскрывает пространство. Воздух здесь не застаивается. Он идет через шахты, уходит в боковые помещения, проходит сквозь камень так, будто под землей существовала своя продуманная улица. Такие места удобно объяснить одной фразой: люди прятались от врагов. И это частично верно. В подземных комплексах Каппадокии есть каменные двери, узкие проходы, склады, колодцы и планировка, которая могла помогать обороне. Но если остановиться только на страхе, мы потеряем главное. Убежище можно сделать грубым. Достаточно вырыть яму и закрыть вход. Но комплекс с вентиляцией, водой, помещениями для животных, хранением, мастерскими и молитвенными зонами требует другого объяснения. Он создается не только паникой, а долгой привычкой жить в сложной среде. Главный вопрос этой истории простой. Если подземные города были только убежищами, зачем в них строили систему? Зачем под землей появлялись воздух, вода, хранение, ремесло, молитва и порядок? Ответ начинается не с легенды, а с архитектуры, где каждый ход говорит о расчете. Поэтому в выпуске мы будем смотреть не на темноту, а на устройство. Не искать один громкий ответ, а проверять, какие задачи решала глубина в разных местах. Такой взгляд сразу меняет тон. Подземный мир становится не декорацией страха, а продолжением человеческой практичности. Каймаклы. Город, который дышит. Каппадокия кажется созданной для подземной архитектуры. Ее мягкий вулканический туф можно резать проще, чем твердый камень, но после обработки он держит форму, стены и своды. Над землей здесь стоят скальные конусы, долины, старые поселения и монастыри. Под землей лежит другой ландшафт – комнаты, коридоры, шахты, склады, лестницы и переходы между уровнями. Каймаклы важен не потому, что он единственный. Наоборот, он показывает, что подземная Каппадокия была не одним исключением, а повторяемым способом думать о пространстве. Здесь были стойла, помещения для хранения, винодельческие зоны, кухни, вентиляционные шахты, колодцы, места молитвы и каменные двери. Часть уровней открыта для посетителей, часть изучена хуже. Но общий принцип ясен. Перед нами не случайный подвал. Первое, что решает судьбу любого подземного города, это воздух. Без него даже самый глубокий ход становится ловушкой. В Каймаклы вентиляционные шахты работают как основа всей системы. Если внутри есть люди, животные, пища, огонь, запахи и влажность, воздух надо не просто получить, а распределить. Это уже не временная щель в скале, а расчет. Второй ресурс – это вода. Подземный город без воды может быть только кратким укрытием. Вода превращает его в место, где можно переждать длительную угрозу, хранить запасы и поддерживать порядок. Колодцы и доступ к воде здесь важнее красивых легенд. Они показывают практическое мышление людей, которые знали цену каждой меры жидкости. Каменные двери добавляют оборонительный слой. Они могли перекрывать коридоры, замедлять движение, защищать внутренние помещения. Но сама дверь еще не доказывает, что все пространство было только крепостью. В крепости тоже есть кухня, склад, вода, место для животных и молитвы. Оборона часто сосуществует с обычной жизнью. Мы не знаем точные даты каждой камеры, не знаем, какие помещения были первыми, а какие появились позже. Но видно одно. Люди работали с камнем так уверенно, что подземелье становилось продолжением поверхности. Наверху были дома, поля, дороги, опасности и погода. Внизу были прохлада, запас, скрытое движение, воздух и вода. Это не два разных мира.
Это две половины одного поселения. Поэтому простая фраза «они прятались» звучит недостаточно. Да, прятались, но тот, кто просто прячется, не создает места, которое дышит. Каймаклы сильнее как история не о бегстве, а о способности заранее превращать породу в запас времени. Под землей люди получали не вечную безопасность, а шанс продержаться, организоваться и вернуться наверх не как беглецы, а как община, у которой есть план. Еще важнее, что каймаклы заставляет думать о ритме жизни. В таком месте нельзя существовать бесконечно, но можно пережить период, когда поверхность становится опасной. Это меняет саму природу убежища. Оно не заменяет город, а временно берет на себя его главные функции. Людям нужны воздух, вода, пища, место для животных, возможность двигаться и сохранять порядок. Если хотя бы один элемент исчезает, система быстро ломается. Поэтому подземный город надо читать как набор практических ответов. Узкий коридор защищает не хуже стены. Каменная дверь превращает поворот в рубеж. Вентиляционная шахта делает дальнюю камеру пригодной для людей. Хранилище дает время. Колодец дает независимость. Место молитвы поддерживает не тело, а внутренний порядок общины. Все эти детали вместе показывают не мгновенную реакцию, а накопленный опыт. В Каймаклы особенно важно не преувеличивать. Мы не можем уверенно описать каждый день его жителей и не должны превращать комплекс в полностью понятный город с расписанием. Но сама связность помещений уже говорит достаточно. Перед нами пространство, где страх был только одним из факторов. Вторым была хозяйственная необходимость. Третьим была память о прошлых угрозах. Четвертым была способность работать с породой так, чтобы она становилась не стеной, а инструментом. Если показать это в кадре, сильнее всего будет не общий план пустых коридоров, а смена функций. Сначала узкий ход, где человек вынужден пригнуться. Потом круглая каменная дверь, которую можно сдвинуть поперек прохода. Потом шахта, уходящая вверх. Потом помещение для запасов. Так зритель сам чувствует. Здесь думали не только о том, как спрятаться, но и о том, как остаться живыми достаточно долго. Асконок. Когда подземелье становится сетью, если Каймаклы показывает подземный город как большой организм, то Асканак помогает увидеть Каппадокию как сеть решений. Он меньше знаменит, но именно поэтому полезен. В истории подземной архитектуры легко зацепиться за один известный объект и сделать из него исключение. Асканак напоминает, здесь существовала не одинокая странность, а региональный навык. В Асканаке снова встречаются вентиляционные шахты, помещения, каменные двери, хозяйственные зоны и водная логика. Особенно важны вертикальные шахты и отверстия связи. Такие детали выглядят скромно, но для понимания системы они ценнее громкой легенды. Если через отверстие можно передавать звук, воздух, сигнал или предмет, значит, под землей продумывали не только укрытие тела, но и коммуникацию. Представим не сцену набега, а обычный день. На поверхности ветер гонит пыль по склонам, в домах идет работа. В подземных помещениях хранят пищу, сосуды, инструменты. Где-то прохладнее, чем наверху, где-то безопаснее держать запас. Подземный ход не обязательно ждет врага. Он может быть частью хозяйственной рутины. Это не отменяет оборонительной функции. Самые надежные убежища часто возникают не там, где люди в панике копают новое пространство, а там, где уже есть готовая инфраструктура. Если под домом есть проходы, вода, хранилище и вентиляция, в момент угрозы они становятся защитной системой.
Но в спокойное время они не обязаны быть пустыми. Асканак показывает разницу между аварийным укрытием и культурной привычкой. Аварийное укрытие может быть грубым и одноразовым. Культурная привычка создает повторяемые решения. Как резать породу, где оставить опору, как сделать вход, как перекрыть проход, как вывести воздух. Такая привычка рождается не за один сезон. Она передается через мастеров, семьи, соседние поселения и память о прежних угрозах. Мы не знаем, были ли все подземные комплексы Каппадокии связаны между собой буквально. Туристические рассказы любят рисовать бесконечную сеть тоннелей, но с такими утверждениями надо быть осторожным. Гораздо надежнее говорить о сети похожих решений. Региональная логика не требует непрерывного коридора между городами. Ей достаточно того, что разные общины в одной природной среде приходят к сходным приемам. Именно это делает Асканак важным для выпуска. Он переводит разговор от одного впечатляющего объекта к целой культуре подземного мышления. Под землей не просто спасались. Там хранили, дышали, передавали сигналы, перекрывали проходы, использовали прохладу и строили пространство с запасом. Чем больше таких мест мы видим, тем слабее выглядит объяснение через один страх. Перед нами не паника, а знание ландшафта. Асканак также помогает убрать лишнюю театральность. Если рассказывать только о внезапном нападении, зритель получает понятную, но бедную сцену. Люди бегут вниз, закрывают дверь, ждут. В реальности сильнее другая картина. На протяжении поколений жители видели, что туф поддается обработке, что внизу стабильнее температура, что пустота может хранить запасы, что проход можно быстро перекрыть. Так постепенно рождается технология повседневности, которая в опасный момент становится технологией выживания. Важна и связь с поверхностью. Подземелье не существовало отдельно от домов, полей и дорог. Оно было связано с ними, входами, запасами, привычками движения. Если наверху менялась власть или приходила опасность, внизу оставалась возможность удержать общину вместе. Но когда опасность уходила, подземные помещения не теряли смысла. Они снова становились складами, прохладными комнатами, местами работы и частью обычной хозяйственной географии. Поэтому Асканак лучше всего работает как середина аргумента. После Каймаклы зритель уже понимает масштаб. Асканак добавляет повторяемость. Один большой подземный город можно назвать исключением. Несколько комплексов с похожей логикой уже требуют другого объяснения. И это объяснение связано не с одним событием, а с длительным умением жить в ландшафте, где поверхность была ценна, но не всегда достаточно. Здесь появляется важная мысль для всей истории. Повторяемость не делает место менее интересным. Наоборот, она делает его серьезнее. Одна необычная камера может быть случайностью. Повтор шахт, дверей, складов и проходов в разных местах показывает традицию. А традиция всегда глубже отдельного эпизода. Она означает, что люди не просто однажды нашли удачное решение, а научились воспроизводить его снова. Арвиета – город, который держался на пустотах. Арвиета стоит на туфовом плато в Италии, и его подземная часть устроена иначе, чем Каппадокия. Здесь не нужно представлять огромный скрытый город, куда население исчезало целиком. Сильнее другой образ. Обычный город на поверхности и сложная внутренняя ткань под ним. Колодцы, цистерны, голубятни, ходы, помещения для хранения, мастерские и старые выработки превращали толщу скалы в городской ресурс. Такое подземелье не выглядит как романтическое укрытие. Оно ближе к инфраструктуре. Город на вершине плато должен был решать простые, но жесткие задачи.
как получать воду, где хранить продукты, как использовать ограниченное пространство, как выдерживать осады, как жить на высоте и не зависеть полностью от дороги вниз. Подземная часть отвечала на эти вопросы без лишней торжественности. В Орвьето важен колодец Сан-Патрицио, построенный уже в XVI веке. Его двойная спиральная лестница позволяла людям и животным двигаться вверх и вниз без встречного затора. Это поздний объект по сравнению с древними слоями, но он показывает принцип, который тянется через всю тему. Подземелье становится техникой организации движения. Вниз идут не только ради тайны. Вниз идут потому, что город должен функционировать. Туф в Орвьето одновременно ограничивал и помогал. Его можно было вынимать, создавая помещения, но каждое новое пространство требовало понимания прочности. Ошибка могла ослабить плато. Поэтому подземный город здесь — это не хаос ходов, а постоянный компромисс между пользой и устойчивостью. Человек забирает камень, но обязан оставить городу опору. Особенно выразительны голубятни. На первый взгляд это мелочь, почти бытовая деталь. Но именно она показывает, что подземная архитектура работает не только в моменты угрозы. Голуби давали пищу и удобрения, помещения сохраняли прохладу, а стены можно было использовать многократно. В такой детали город становится живым организмом. Поверхность, скала, животные, вода и хранение соединяются в одну систему. Орвьето расширяет вопрос выпуска. Подземелье может быть не только обороной и не только жилищем. Оно может быть городским органом, без которого верхняя красота была бы менее устойчивой. На площади можно видеть собор, фасады, улицы и свет. Но под ними работает другая часть города, менее заметная и часто более практичная. Поэтому Орвьето нельзя ставить в один ряд с Каймаклы, как одинаковые подземные города. Это разные модели. В Каппадокии подземелье часто связано с укрытием общины и долгим пережиданием опасности. В Орвьето оно связано с водой, хранением, производством и устойчивостью городской жизни. Но обе модели говорят об одном. Под землей люди строили не пустоту, а продуманное продолжение поверхности. Есть еще один слой. Подземная часть Орвьето почти не спорит с красотой верхнего города. Она ее поддерживает. Турист видит площади, фасады, каменные улицы и силуэт на плато. Но устойчивость этого образа зависит от менее заметных решений. Вода должна быть доступна. Запасы должны где-то лежать. Производственные и хозяйственные процессы должны иметь место. Подземелье берет на себя то, что поверхность не всегда хочет показывать. Так город получает двойную структуру. Наверху он демонстрирует себя миру. Внизу решает свои физические задачи. Это не обман, а нормальная логика сложного поселения. Любой город имеет видимую и невидимую части. В Орвьето эта невидимая часть буквально вырезана в породе, поэтому ее особенно легко показать зрителю. Достаточно спуститься ниже уровня улицы, и становится ясно. История города написана не только фасадами, но и пустотами. Орвьето также помогает избежать ошибки масштаба. Подземное не всегда означает огромное. Иногда один колодец, одна цистерна или одна голубятня важнее длинного коридора, потому что они показывают конкретную потребность. Через такие детали зритель начинает понимать город как систему обмена. Камень дает строительный материал, пустота дает помещение, вода дает жизнь, животные дают ресурс, а поверхность получает устойчивость. Именно поэтому эта часть должна звучать спокойнее, почти инженерно. В ней нет необходимости обещать тайный город под городом. Достаточно показать, что настоящая сложность часто прячется в обслуживающих вещах. Чем меньше они похожи на памятник, тем честнее рассказывают о жизни.
Вода, голубятня, выработка, лестницы и склад соединяют город крепче, чем эффектная легенда. Подземный Неаполь. Когда город не забывает свои слои, Неаполь дает еще один поворот. Здесь подземное пространство не является единым проектом одного времени. Оно похоже на архив, где разные эпохи оставили свои уровни. Греческие и римские выработки, цистерны, водные системы, поздние убежища, подвалы и современные маршруты складываются в город, который существует сразу в нескольких временах. Именно поэтому подземный Неаполь нельзя рассказывать как одну тайную комнату. Его сила в наложении функций. Сначала камень могли добывать для строительства. Потом пустоты становились цистернами и частью водной системы. Позже те же пространства использовали иначе. Во время воздушных налетов XX века некоторые подземные зоны стали убежищами. Один и тот же объем менял смысл, потому что менялись потребности города. Такой объект особенно полезен для зрителя. Он показывает, что подземелье редко имеет одну окончательную биографию. Мы привыкли спрашивать, зачем это построили, но в Неаполе правильнее спрашивать, сколько раз это переосмысливали. Кто этим пользовался? Кто переделал? Кто забыл? Кто открыл снова? Вода здесь снова становится ключом. Город не может жить без управляемой воды, особенно когда население растет, улицы уплотняются, а поверхность занята домами, рынками и дорогами. Цистерна не выглядит героически, но без нее городская жизнь быстро становится хрупкой. Подземная пустота превращается в резервуар, а резервуар — в часть городского порядка. Есть и эмоциональный слой. Когда подземное пространство становится убежищем во время войны, оно перестает быть только инженерией. На стенах остаются следы людей, которые спускались вниз не ради экскурсии и не ради труда, а ради выживания. Здесь особенно ясно видно, как одна и та же архитектура может служить разным состояниям общества – строительству, воде, страху, памяти. Неаполь добавляет к нашей теме время. Подземелье может жить дольше, чем политические режимы, языки на вывесках и формы власти. Оно переживает все это, потому что отвечает на простые потребности тела – вода, прохлада, укрытие, пространство. И когда меняется эпоха, готовая пустота получает новое назначение. В этом смысле подземный Неаполь учит осторожности. Если мы видим ход, камеру или цистерну, нельзя сразу объявлять их частью одного замысла. Нужно смотреть на следы переделок, на материалы, на связь с поверхностью, на поздние надписи, на следы воды и людей. Под землей история часто не лежит слоями аккуратно, как страницы. Она наложена, прорезана, использована повторно. Это делает Неаполь драматургически сильным. В Каппадокии мы спрашивали, как община могла переждать опасность. В Орвието спрашивали, как город держит себя на плато. В Неаполе вопрос другой. Как одно пространство переживает смену функций? Здесь подземелье не просто обслуживает город, а сохраняет память о том, как город менялся. То, что одна эпоха вырезала ради камня, другая использовала ради воды, третья ради укрытия, четвертая ради памяти. Для зрителя это особенно ценно, потому что разрушает привычку искать первоначальную тайну. Первоначальная функция важна, но она не единственная. Иногда настоящий смысл объекта раскрывается не в момент создания, а в цепочке переиспользований. Подземный Неаполь показывает, что город умеет не выбрасывать пустоту. Он приспосабливает ее к новым страхам, новым потребностям и новым способам помнить прошлое.
Именно здесь появляется важный монтажный ритм. Каменоломня, цистерна, убежище, маршрут. Один и тот же камень, но разные человеческие состояния. Работа, вода, тревога, исследование. Так подземелье перестает быть декорацией и становится биографией города. Не мрачной легендой, а очень конкретным свидетельством того, что город всегда больше своей поверхности. Неаполь еще важен тем, что здесь прошлое не выглядит чистым и музейно отделенным. Оно живет рядом с шумной современной поверхностью. Подземный слой не отменяет город над ним, а объясняет его выносливость. Когда зритель понимает это, он перестает ждать одного открытия за закрытой дверью. Он начинает смотреть на город как на организм, где старые пустоты получают новые роли. В этой части можно особенно ясно показать, почему подземное пространство нельзя оценивать только по внешней форме. Камера может выглядеть одинаково, но ее смысл меняется от следов использования. След воды говорит одно, след людей во время войны – другое. Следы добычи камня – третье. Надписи посетителей – четвертое. Поэтому Неаполь должен звучать как урок внимательного чтения, где каждый слой добавляет не шум, а доказательство долгой городской памяти. Матмата и Комаль-Шукафа. Земля как дом и земля как граница. В Тунисе, в районе Матматы, подземное пространство говорит совсем другим языком. Здесь не главное каменные двери и не городская водная инфраструктура. Главное – это климат. Берберские подземные дома, вырытые в земле вокруг открытого двора, используют почву как защиту от жары, ветра и резких перепадов температуры. Снаружи такое жилище может почти исчезать в ландшафте. Внутри оно организовано вокруг света, тени и прохлады. Матмата важна потому, что разрушает мрачный образ подземной жизни. Подземелье не обязательно означает страх и темноту. Иногда оно означает комфорт. Если поверхность раскаляется, земля становится естественной стеной. Если ветер несет пыль, углубленный двор создает защищенный внутренний мир. Если день слишком горячий, помещение в толще земли сохраняет более ровную температуру. Такая архитектура не стремится удивить высотой или богатством декора. Ее задача – сделать жизнь возможной. В этом смысле Матмата ближе к инженерии тела, чем к инженерии власти. Человек строит не памятник, а среду для сна, работы, хранения и семьи. Здесь особенно видно, что движение вниз может быть не бегством, а точным ответом на климат. Матмата не является древним подземным городом в том же смысле, что Каймаклы или Асканак. Это другой тип подземной архитектуры, но именно поэтому она нужна в выпуске. Она показывает, что под землю уходили не только от врага. Под землю уходили от жары, ветра, избытка света и хрупкости поверхности. В такой логике глубина становится не угрозой, а убежищем от самой природы. После Матматы подземная Александрия звучит иначе. Комаль-Шукафа – это не дом для жизни и не хозяйственная инфраструктура. Это погребальный комплекс, где в одном пространстве сходятся египетские, греческие и римские художественные и ритуальные традиции. Лестницы ведут вниз не к складам и не к цистернам, а к месту смерти, памяти и обряда. Здесь подземелье становится границей. На поверхности город, шум, порт, движение людей, смена языков и властей. Внизу пространство, где тело умершего помещают в архитектурный порядок. Комаль-Шукафу нельзя подавать как подземный город. Это было бы эффектно, но не точно.
Он важен как подземный мир ритуала, где глубина помогает отделить живых от мертвых и одновременно связать их через память. Матмата и Комель-Шукафа стоят далеко друг от друга по смыслу. В одном случае земля помогает жить, в другом помогает оформить смерть. Но вместе они показывают, насколько бедной была бы формула «подземелье равно убежище». Под землей человек строил целую шкалу отношений с миром, от спальни и двора до гробницы и обряда. Матмата важна еще и потому, что возвращает разговор к телу. В подземных городах легко увлечься схемами, уровнями, проходами и дверями. Но человек спускается вниз не ради схемы. Ему нужно дышать, спать, есть, хранить пищу, растить детей, переживать жару и сохранять силы. Углубленный двор работает именно на этом уровне. Он не выглядит как крепость, но дает ежедневную защиту, которая может быть не менее важной, чем защита от врага. Комель-Шукафа, наоборот, показывает, что глубина может создавать дистанцию. Погребальный комплекс отделяет живое движение города от пространства памяти. Но это отделение не разрывает связь. Родные приходят, совершают обряд, оставляют тело в месте, где архитектура помогает придать смерти форму. Подземелье становится не просто ямой, а сценой перехода, где разные культурные языки Александрии соединяются в одном ритуальном пространстве. Вместе эти два примера сильно расширяют выпуск. Они не дают зрителю застрять в одной модели. Под землей можно строить дом, потому что наверху слишком жарко. Можно строить гробницу, потому что смерть требует отдельного пространства. Можно строить город, склад, цистерну, коридор или место молитвы. Значит, главный герой выпуска не один объект, а человеческая способность превращать глубину в ответ на разные задачи. Для финальной логики это очень важно. Если оставить только Каппадокию, выпуск будет казаться историей об обороне. Если добавить Орвиета и Неаполь, появится инфраструктура. Если добавить Матмату и Александрию, появится климат и ритуал. Тогда зритель видит не ряд похожих подземелий, а широкий язык, где глубина каждый раз говорит по-разному. Наур — подземелье, которое переживает свои смыслы. Во Франции, в Науре, подземный комплекс известен большим числом камер, переходов и следов использования в разные периоды. Его история не укладывается в одну функцию. Здесь были выработки, укрытия, поздние посещения, надписи, изменения назначения. Наур подходит для финала именно потому, что показывает не рождение подземного мира, а его долгую жизнь. Подземелье редко остается тем, чем было в начале. Каменоломня может стать складом. Склад может стать убежищем. Убежище может стать местом памяти. Место памяти может стать маршрутом для исследователей и посетителей. Каждый новый слой не стирает предыдущий полностью. Он ложится поверх него, оставляя следы другой эпохи. Наур важен еще и тем, что возвращает человеческий масштаб. В больших теориях о подземных городах легко забыть людей, которые спускались туда не ради великого исторического сюжета, а потому что им было нужно место. Нужно спрятать зерно. Нужно добыть камень. Нужно переждать угрозу. Нужно оставить знак. Нужно пройти через темный коридор и выйти обратно на поверхность. Именно так подземные пространства становятся долговечными. Не потому, что у них всегда был один великий замысел, а потому что они снова и снова оказывались полезными. Пустота внутри Земли — это редкий ресурс. Если она уже создана, люди находят ей новую задачу.
Поэтому подземелье переживает своих строителей, меняет владельцев, меняет язык и постепенно собирает биографию, которую нельзя свести к одной дате. Наур помогает собрать всю цепочку выпуска. В Каймаклы мы видели подземный город как дышащую систему. В Асканаке — региональную привычку и сеть решений. В Орвиета — скрытую инфраструктуру города. В Неаполе — память слоев, где каменоломня становится цистерной и историей. В Матмате — землю как климатический дом. В Александрии — глубину как ритуальную границу. В Науре — способность подземелья менять смысл и переживать тех, кто его создал. Теперь можно вернуться к главному вопросу. Были ли эти места убежищами? Иногда да. Но это слишком маленький ответ. Убежище — только одна из функций. Под землей строили воздух, воду, прохладу, хранение, ремесло, молитву, память, смерть, защиту и городскую устойчивость. Подземный мир был не противоположностью поверхности, а ее скрытым продолжением. Мы не знаем точной доли жилого, оборонительного, хозяйственного и ритуального смысла в каждом комплексе. Не знаем, сколько уровней утрачено, не знаем, какие помещения были первыми, а какие появились через поколения. Но мы можем сказать уверенно: все это не похоже на случайные ямы страха. Слишком много повторяемой логики, слишком много воздуха, воды, проходов, запасов и следов длительного использования. Когда человек строит только от страха, он ищет быстрый выход. Когда он строит систему, он думает о возвращении, хранении, дыхании, воде и порядке. Подземные города и комплексы говорят не только о том, чего люди боялись. Они говорят о том, как люди умели жить в мире, где поверхность не всегда была надежной. Поэтому самая точная финальная картина — не закрытая дверь и не темный тоннель, а вентиляционная шахта, через которую невидимый город продолжает дышать. Наур в финале нужен именно для этого спокойного вывода. Он показывает, что подземелье не обязательно раскрывается через один великий момент. Иногда его смысл в длительности. Люди приходят, уходят, меняют назначение камер, оставляют надписи, забывают старые проходы, снова находят их и объясняют по-новому. Под землей накапливается не только камень, но и человеческое время. Поэтому финальный ответ не должен быть жестким. Нельзя сказать, все эти места были городами. Нельзя сказать, все были убежищами. Нельзя сказать, все были храмами, складами или тайными дорогами. Правильнее увидеть набор функций, который менялся от региона к региону и от века к веку. В одном месте главным был воздух, в другом — вода. В третьем — прохлада. В четвертом — память. В пятом — защита. В шестом — повторное использование уже созданной пустоты. И это делает тему сильнее, а не слабее. Простая версия быстро заканчивается. Сложная версия удерживает внимание, потому что каждый следующий объект добавляет новый смысл. Подземные города перестают быть набором одинаковых коридоров. Они становятся картой человеческой изобретательности. Там, где поверхность была опасной, тесной, жаркой или недостаточной, человек открывал вторую сторону ландшафта и учился жить не только на земле, но и внутри нее. Финальный образ должен оставить зрителю ощущение не закрытой тайны, а работающей системы. Воздух идет по шахте. Вода стоит в цистерне. Камень держит свод. Пустая камера получает новую задачу.
Человек выходит на поверхность, но под ногами остается второй город, невидимый с улицы, и от этого не менее реальный. Такой финал хорошо возвращает выпуск к первой сцене. Мы начинали с человека, который спускается по коридору и пытается понять, зачем под землей столько порядка. Теперь ответ шире. Порядок нужен не одной эпохе и не одной угрозе. Он нужен там, где жизнь требует запаса. Подземелье дает этот запас по-разному. Временем, прохладой, водой, памятью, защитой или тишиной. Поэтому оно переживает поверхность, хотя зависит от нее. И именно в этом его настоящая сила.